8 декабря 2025 года и всем привет из Одессы. Смотрите, все птицы на проводах сидят, никто не хочет в такую дождливую погоду куда-то лететь. Я сейчас приехала на улицу Посмитного. Кто жил в Одессе, ее узнает. Сегодня я прочла, что у этой улицы, оказывается, уже новое название. Она будет названа в честь города-побратима США, Балтимора. И теперь улица не Посмитного, а Балтиморская. Или Балтиморская, ну, скорее всего, Балтиморская. Так что, если приедете в Одессу, не теряйтесь. Здесь одна из самых известных строительных компаний в Одессе недавно начала строить новый дом. Смотрите, какой большой. Потому что в Одессе, даже несмотря на войну, недвижимость все равно пользуется популярностью. Поэтому, думаю, в таком районе ее очень быстро раскупят. Привет, привет из холодной зимней Одессы. У нас сегодня периодически идет дождь. Я взяла с собой зонт. Надеюсь, он мне не пригодится. Ну, а там посмотрим. Одесса зимой не самый жизнерадостный город. Честно вам скажу, не помню, когда в последний раз видела солнце. Что-то все такое серое в последнее время. И посмотрела прогноз погоды. Солнышко пока не предвидится. Когда-то были санатории очень и очень популярными. И сейчас с вами прохожу известный санаторий в Одессе. Это санаторий Молдова. Я даже не знаю, действует ли он сейчас еще. Но сюда, я помню, как раньше заходила просто прогуляться. Он действовал не в полном объеме. Здесь можно было жить, было, по-моему, питание, но он не действовал, не функционировал, как раньше. А сейчас посмотрим, давно не была на его территории. И видите, как здесь все сейчас выглядит. А выглядит так, как будто ничего не работает. Плюс его расположение, то, что он находится, конечно же, возле самой Аркадии. Санаторий Молдова — это многопрофильное учреждение. Когда-то здесь лечили и проблемы с опорно-двигательными аппаратами, с сердечно-сосудистой системой, очень много различных заболеваний. Знаю, здесь есть бассейн с морской водой, здесь использовали и грязи для лечения, но сейчас, скорее всего, ну так, по виду ничего здесь не функционирует, и очень жаль. Сейчас зима, и здесь еще не так красиво, но вообще, я помню, как сюда летом приходила, здесь очень красивая территория, много цветов. Жаль, фонтан не работает. К сожалению, почему-то такие места забрасывают. А было бы очень классно людям приезжать сюда отдыхать. Здесь даже балкончик такой классный. И можно стоять на нем и наблюдать за Аркадией. Хороший такой обзор. Знаете, утро началось не с кофе. Хоть бери и не читай новости. Зашла сегодня в новостные каналы и пишут, что с 1 января украинцев ждет новый сюрприз. И заключается он в том, что цены на топливо, на бензин вырастут на гривну 52-50, на дизель до 3 гривен. И говорят, что из-за того, что отключает свет, если света не будет также минимум по 8 часов в день, то мясо и молочная продукция подорожает на целых 30%. Это огромная сумма в итоге получится, потому что 30% это практически в половину. Поэтому это людям снова-таки ударит по карману. Вот как война меняет нашу жизнь во всех аспектах. Сейчас иду и не слышно работы генераторов, а это значит, что электроэнергия в районе Аркадии есть. О, кстати, стоянка Аркадия Сити 50 гривен в час. Если вам интересно, сколько стоит парковка возле Аркадии. Говорят, сегодня тоже, кстати, пришла, что отключение света говорят, что будет всю зиму. И к апрелю только может улучшиться обстановка. Но и то, если не будет постоянных обстрелов. Почему многие так любят этот район? Вот здесь посмотрите, какая плотная застройка. Потому что здесь близко Аркадия и близко море. Поэтому здесь покупают квартиры не только как инвестиции, но и люди покупают для своей жизни. Хотя немногим комфортно
там жить. Аркадия тоже уже готовится к Новому году и Рождеству. Конечно же, есть и положительные моменты в нашей жизни. Сегодня понедельник, в Аркадии совершенно пусто, людей нету. Но посмотрите, что здесь будет. Впервые в Аркадии будет каток. Здесь был летом фонтан, многие из вас, наверное, его помнят, но здесь, смотрите, все перестроили. Так пахнет деревом, доски новые. И смотрите, сейчас заливают все, подготавливают, и здесь будет каток. И хочу вам сказать, что он достаточно большой. Повезло ресторанам, потому что, мне кажется, многие будут заходить туда перекусить и погреться. Видите, как его заливают? Вот так формируется лед, наверное, постепенно. Там какие-то морозилки, наверное, стоят, что-то замораживают. Не знаю, вот есть какая-то система, по которой это все делают. Ну, вот так вот целый день, наверное, парень с этим душиком ходит и все заливает. А вот мужчина ходит и все проверяет. Оп, наверное, чтобы не было никаких неровностей. Вот такими душиками с водичкой все заливают. Класс. Никогда не видела, как заливают каток, кстати. Но сегодня мы с вами увидели. Мишку сюда привезли. Здесь, наверное, будет какой-то фудкорт. Но в такой холод только я решила сюда приехать. Наверное, посмотрите, как пусто в Аркадии. Ближе я подхожу к морю, тем сильнее ветер и тем он холоднее. Поэтому немного я здесь не задержусь. Но посмотрите, парень в шортах. Парень в шортах. Вон побежал. Я не знаю, как они это делают. А видите, как тепло? Это я. Потому что, ну, совсем не жарко. Парень просто бежит и, наверное, не чувствует. Пока иду к морю, расскажу, что же происходит у нас в последнее время в Одессе. Не знаю, что творится с людьми, но я не помню, чтобы раньше такое было. Возможно, просто об этом не так часто писали в новостях, как сейчас. Но в последнее время в Одессе очень много людей выбрасывается из окон. Я бы не сказала, что у нас город, в котором раньше такого было, но сейчас в последнее время прям какая-то тенденция. Заходишь в новости и читаешь, как кто-то где-то погиб и просто выпрыгнул или упал с окна. Сейчас очень и очень стрессовая, сложная, депрессивная жизнь, война, люди теряют работу, люди теряют близких, у людей финансовые проблемы, я не знаю, у людей, возможно, проблемы со здоровьем, и люди ищут выход просто в том, чтобы закончить свою жизнь. Вот на прошлой неделе было 3 случая, когда люди выбрасывались из окон, и причем это не зависит от возраста. И пожилые люди страдают, и молодежь, и женщины, и мужчины. И, возможно, мне даже сложно об этом рассуждать, потому что мне безумно жаль людей, но это, наверное, просто была какая-то безысходность. Поэтому часто говорю, что в такое сложное время нам, людям, нужно максимально друг друга поддерживать. Вот хотя бы эмоциями, хотя бы какими-то добрыми словами. Потому что многие люди остаются одни, и им даже не с кем поговорить. И иногда на улице сидишь, вот даже в Аркадии на лавке, кто-то к тебе присядет, начнет с тобой разговаривать, и видно, что человеку очень одиноко. Поговорите с ним пару минут, не убегайте. Скажите какие-то приятные слова, пожелания. Пусть у таких людей на душе тоже будет тепло. И вообще старайтесь делать добро и друг друга максимально поддерживать. Только так мы можем как-то друг другу помочь, ведь мы же все люди. И только из-за наших поступков этот мир может стать лучше. Так, вот вам коротко о погоде в Одессе. Очень ветрено и очень холодно. Сейчас подойду к водичке. Кстати, ветрено, но мне кажется, вчера на Дерибасовской было холоднее. Как-то сегодня ветер более теплый. Мы вчера с Ириной снимали видео, приехали, просто околели. Вот только один мужчина гуляет. И я, и женщина сидит на лавке. Видишь, как качает. Боже, как красиво!
Класс! Давно их уже не было в таких количествах, и они снова вернулись. Надо будет в следующий раз, когда приеду на пляж, привезти для них угощение. Они все надо мной кружат. Ой, боже, посмотрите. Я увидела, женщина их подкармливает. Класс. Вот они все и прилетели на угощение. Тоже в следующий раз постараюсь не забыть. Вот как раз гуляет мужчина, вот и девушка еще пришла, и мы под шум волн обменялись теплыми словами и пожеланиями, потому что, знаете, тоже одиноко вот людям сегодня здесь на море гулять. Смотрите, немножко пена есть уже морская, но не в таких количествах, как в прошлом году. Ой, чайки, боже, как красиво сегодня на море. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, какая пена. Разговаривала только что, как сказала, с мужчиной. И вы знаете, что он сказал? Что многие в его возрасте сейчас смотрят телевизор, ну, а он предпочитает выходить к морю, потому что море лечит. Это известная фраза. И он сказал, что если бы не море, он бы давно уже сдался. Так что море лечит. И это факт, который уже давно подтвержден. Вот даже обычный прохожий на пляже. Знаете, вот как-то вдыхаешь воздух здесь, и действительно становится легче. Красота. Ой, немножечко повыходили люди. Самые сильные и смелые, но все тепло одеты. Смотрите. Все уже готовятся к новому сезону. Строят, что-то перестраивают. Ну, не все, но вот клуб Ибица, по-моему, готовится уже к новому сезону. Слушайте, решила пойти на другой пляж. И вот она. Пена. Сейчас спустимся, посмотрим. Чтобы вы понимали, ее здесь так много, что я не смогу спуститься с лестницы вот на пляж. Потому что она закрыла нижние ступеньки. Вы смотрите, как ее много. Снега в Одессе нету, поэтому довольствуемся тем, что есть. Смотрите. Вот так вот она выглядит. Вот реально выглядит как снег, только дрожит из-за ветра. А вон в море еще добавочка плавает. Вот так сегодня живут одесситы. Вот так сегодня выглядит жизнь в Одессе. Берегите себя и своих близких, дарите друг другу тепло и как можно больше улыбок. Ну и, конечно же, до встречи в следующем видео из Одессы.